Здравствуйте, наши уважаемые зрители! С вами компания Pop Music, у микрофона Александр. Наше очередное видео бесспорно заинтересует диджеев, ресторанных музыкантов и работников культмассового сектора. Встречаем акустический комплект Stack Sub Top 12. Это компактное решение, состоящее из сабвуфера и двух сателлитов, которое найдет самое широкое применение – церкви, школы, конференц-залы, спортивные центры, а также комплект будет очень хорош для диджеев и музыкальных коллективов, выступающих на небольших или средних по размерам площадках. Теперь давайте по порядку и детально. Первый и самый главный вопрос, который интересует всех и сразу – это сколько здесь мощи. С этого и начнем. Итак, сабвуфер 700 Вт, сателлиты по 350. Производитель заявляет все это в РМС, стало быть, можно рассчитывать приблизительно на суммарный честный киловатт. Уже неплохо для таких размеров. Что касается веса, то сателлиты это 7 кг в каждом, саб 23,5. Вопрос, что ж там такого-то на 1,5 пуда? Давайте изучать. В этом компактном и симпатичном корпусе из МДФ находится 12-дюймовый динамик с 3-дюймовой катушкой и 3 усилителя класса D. Один 700-ваттный для низа, 2 по 350 на наши сателлиты. Динамик работает в диапазоне от 40 до 180 Гц с максимальным давлением 129 дБ. А еще здесь, как видим, находится все управление звуком и вся коммутация. Итак, 2 микрофонных входа на XLR и 2 линейных на джеках, стереовход на джеках или на разъемах RCA, 2 выхода на джеках. Дальше видим, что каждый вход оборудован собственным регулятором громкости, есть возможность добавить или прибрать высокие и низкие частоты, отдельно управлять громкостью сателлитов и вуфера, откорректировать баланс и срезать низ на частоте от 80 до 180 Гц. Еще один момент, который заслуживает внимания, это процессор с 5 пресетами эквализации, благодаря которому можно будет максимально хорошо отстроить частотный баланс для какого-то конкретного помещения. Несколько позже я попробую записать звук с этих колонок и покручу эту ручку, чтобы возможно было иметь хоть какое-то представление о том, о чем я сейчас рассказывал. Да, и что касается задней стенки нашего саба, то здесь мы видим 2 спикон-разъема для подключения сателлитов, старт системы и переключатель режима питания. Несколько слов о сателлитах. Низкочастотные динамики здесь 6,5 дюймов со звуковой катушкой 1,5 дюйма, плюс 1-дюймовые высокочастотные драйверы. Диапазон частот от 85 Гц до 20 тысяч, звуковое давление от 117 до 120 дБ. Ну а теперь подробно о том, что нам понадобится для того, чтобы все это установилось, подключилось и заработало. Первое – это, конечно же, стойки. Учитывая небольшой вес сателлитов, здесь вполне будут пригодны самые недорогие стойки. На нашем сайте их предостаточно, заходите и выбирайте. Также со стойками можно немножко поимпровизировать, в зависимости от особенностей вашей сцены или площадки. К примеру, одну колонку можно прицепить к сабу через соединительную штангу, вторую поставить на стойку. Кстати, при таком раскладе сэкономятся хоть какие-то небольшие, но все-таки средства. Дальше. Провода. Для колонок они на разъемах спикон-спикон. И прицениться в зависимости от нужного вам метража вы также сможете на нашем сайте. И там же сможете подобрать всю остальную коммутацию, микрофонные и аудиошнуры для различных вариантов подключения. В завершении обзора я, как и обещал, попробую все-таки снять звук с этой системы, для того, чтобы дать вам услышать хотя бы работу встроенного процессора. По всему остальному верьте на слово. Только что его включали на полную катушку, звук вполне приличный, частоты ровные и не грязные. Друзья, оставайтесь с нами, всего вам доброго, с вами был Александр.
Идет. Идет. Так, сейчас я рассяду поудобнее. Все нормально? Ну да. Микрофоны уже пишут. Тогда я стартую. Давай.